Всем здравствуйте! Э, Рада вас видеть на канале Печей Каминов. Значит, на этом видео мы покажем и расскажем, как делается шамотная топка. Шамотная топка — это, то есть, классический вариант камина. Вот, она будет открытая, размер у нее будет примерно, даже не примерно, точно 800 на 550. Вот. Ну и с чего обычно это все дело начинается? То есть для того, чтобы сделать такую топку, надо закупить кирпичей, то есть произвести расчет. На данную топку мы купили примерно 600, я уже точно не помню, около 600 кирпичей. То есть там можно поточнее будет посчитать. И раствор. Раствор взят не самодельный, а покупной, для того, чтобы избежать каких-либо вопросов от заказчика. То есть, потому что если вы делаете раствор своими руками, там из глины с песком, то в будущем, если какие-то проблемы будут со швами, то вся ответственность будет взвалена на вас. Вот. Тут применяется плитонитовский клей для кладки кирпичей в печах. И добавляется еще мастика, универсальная термостойка, которая выдерживает 1200 градусов. Когда ее замешиваем вместе с этим раствором, получается раствор более пластичный. Вот. Ну и значит, для этой топки первый ряд кирпичей мы выкладываем плашмя прямо на бетонное основание в этом доме. Дом это не деревянный, это кирпичный дом. Это в Пушкине он там стоит. У него единая плита, сделана под всем домом. Вот. На нее это выложили первый ряд. Гидроизоляцию мы положили со второго ряда. То есть там кладется битумный рубероидовый лист. Отрезается, чтобы влага лишний раз не перетягивалась на топку. И все три первых ряда мы выгоняем в уровень под нужный пол. Потому что здесь пол еще будет подливаться где-то около 150-180 миллиметров. Вот. И уже вот, значит, сейчас видно, начинается кладка непосредственно того места, где будут дрова гореть. Это место мы выкладываем не плашмя, а на ребро кирпич. Значит, почему не плашмя? Потому что если кирпичи укладывать плашмя, то через пару лет эксплуатации этого камина кирпич, который лежит плашмя, он начинает выгибаться, либо там, то есть расширяться и более некрасиво смотрится. То есть все, кто кладут кирпичи плашмя, это уже прошлый век. Сейчас вот все кладут его на ребро. Это и красиво, более надежно. Ну и смотрится симпатичнее. В шахматном порядке, естественно, все укладывается. Вот. Кладка всегда начинается с 4 кирпичей, которые укладываем по краям, по углам. Их выставляем по уровню, и потом от них начинается кладка. То есть фиксируется левая и правая сторона на раствор. Она успевает схватиться к тому времени, когда вы доходите, кладете кирпичи до центра. И тем самым в центре у вас будут всегда соблюдены тоненькие швы. Вот. Для кладки мы используем в данной ситуации шпатель. Мастерок здесь неудобно использовать. Маленький уровень для того, чтобы каждый кирпичик отдельно смотреть по уровню, выставлять. И длинный уровень для того, чтобы по всему периметру смотреть уровень. Вот. Еще мы используем, значит, доску. Сейчас ее нет, сейчас она появится у нас в обзоре тоже. Ею мы подгоняем кирпичи, то есть подбиваем под один уровень. Вот. В центре этого основания заказчик попросил сделать колосниковую решетку с зольным ящиком, чтобы туда весь пепел и зола туда скапливалась. Потом он будет выбрасывать там на удобрение там или куда-нибудь. Вот. Ну,
центре кладка под зольный ящик и колосник. Просто выпиливаются кирпичи. Остается там ниша. Она у нас получается 120 миллиметров. Вставляться будет туда рамка чугунная, и на нее кладется колосниковая решетка уже. Внутрь будет изготовлен зольный ящик из нержавейки. Вот. Из оцинковки не делайте ни в коем случае, потому что оцинковка от жары развалится сразу же. Можно еще металлические сварить или скрутить какой-нибудь. Вот. Ну, сейчас очень видно, значит, как кладутся кирпичи от краев в центр. Поливаем их обязательно водичкой всегда, для того, чтобы раствор быстро не схватывался, а вы успевали как бы его подбить туда. Вот этой доской длинной мы подбиваем по всей длине, и он в одну плоскость встает. Так. Стамеска у нас там используется для того, чтобы приподнимать кирпичи чуть, если они утонули слишком глубоко. Или там в швах раздвинуть их немножко, чтобы все симметрично смотрелось. Киянка резиновая тоже сильно помогает в кладке кирпичей. То есть киянка должна быть не очень тяжелая, но и не самая легкая, чтобы вам спокойно можно было подбивать эти кирпичики. Вот. Режутся кирпичи обычным диском алмазным, который ставится на угол шлифовальную машинку, на отрезную обычную болгарку небольшую. Вот у нас, значит, закончилась кладка основания на ребро. В центре у нас лежит колосник. По периметру сейчас слева, справа и задняя стенка будут выставляться кирпичи плашмя уже, не на ребро. Ну, есть какие-то умельцы, которые там выкладывают топки на ребро. На самом деле даже было бы интересно посмотреть видео, как они это делают. Вот. Но я и наши ребята все кладем кирпичи только плашмя. Потому что тем самым срок службы топки каминной из кирпича, он будет дольше. Она не сбивается у нас из-за того, что уже кирпичи по углам выставлены. И тем самым всегда получается класть ровно. Вот. Швы между кирпичами нужно соблюдать примерно где-то миллиметр, там 3 миллиметра. 5 миллиметров это нежелательные швы, это очень толстые, они в итоге рассыпятся от эксплуатации, во время эксплуатации камина. Такие швы можно добиться только путем хорошего раствора пластичного. Ну и, естественно, выставлять кирпичи по уровню. И тогда только будут такие тонкие швы. При этих двух условиях, в принципе,
Ничего сложного, прикладки нету. Вот, значит, здесь будет делаться 3 ряда, выставляться 3 ряда. И потом левая и правая стенка этой топки, они будут прямыми подниматься вверх вертикально. А задняя стенка с третьего ряда, то есть четвертый ряд, точнее, четвертый ряд пойдет под уклоном. Под уклоном на переднюю, на фасадную часть. Это будет, так сказать, печной каминный зуб. Каминный зуб получится тем самым. Каминный зуб делается для того, чтобы была тяга в передней части, в верхней передней части каминной топки, улучшенная тяга. Тем самым, то есть поддымливания не было. И печной зуб еще, каминный зуб точнее, делается для того, чтобы было закручивание дыма. Вот. Ну, там еще много что можно сказать про этот печной зуб. Каминный зуб, печной зуб. Скорее всего, каминный правильно, это печной неправильно говорить, наверное. Вот. Эти все описания можно обсудить. Мне даже было бы интересно послушать мнение других, что они думают об этих зубах. Вообще, нужно ли он? Потому что без него считается неправильно. Ну, а с ним горит все в трубу напрямую. И много сжигается дров, то есть скорость горения дров быстрее происходит. Проверяем уровень кладки всегда, не забываем это делать, чтобы в будущем не сбивались швы и все смотрелось ровненько. Так, вот у нас, значит, четвертый ряд начинает выкладываться. У нас есть кирпичи, запиленные на станке под одним углом. Угол этот замеряется индивидуально для каждой топки отдельно, по месту уже, когда ведется, ну, когда согласовывается проект, и на объекте он замеряется. Ну, можно его на чертеже замерить, но мы обычно сразу же на объекте замеряем его, уже когда идет кладка. Эти запиленные кирпичи, нужно, чтобы они были в одной плоскости, запилены все. Запиливание в одной плоскости можно добиться, ну, на данный момент я знаю только один способ. Это на станке. Когда кирпичи укладываются на станок и под один шаблон запиливаются все одинаково. Тем самым кладка будет смотреться красиво, выглядеть очень качественно. Вот. Значит, многие до сих пор запиливают эти части вручную, прямо на объекте. И потом подшлифовывают это все шлифовальным диском там, или лепестками шлифовальными. Это занимает долгий процесс и может некрасиво смотреться в итоге. Сейчас, значит, мы начинаем делать перемычку для нашей каминной топки горизонтальную. Она будет не сводчатая, то есть не сводом, а горизонтальная. То есть это по проекту. Дизайнеры хотят, чтобы была прямая. Значит, у нас есть шамотные кирпичи. Мы их просверливаем в них отверстия. Там 12 буром или 14 это много даже, 12 обычно. Центруем, по центру эти отверстия делаем относительно друг друга. И начинаем вот так соединять кирпичи на раствор между собой. В середине у нас в этих отверстиях вставлена штанга с резьбой. С двух сторон будут поставлены большие гайки с шайбами. И эта вся конструкция будет стянута. По старинке. Как делают это по старинке? По старинке это делают, укладывают уголки. Уголки это прошлый век. Уголки
Если вам говорит печник, что или каминчик будет укладывать на уголки, можно гнать его в шею, потому что уголки в итоге расширяются от жары, от огня, и они вываливаются. То есть расширение — это движение металла, в итоге кладка нарушается, и раствор начинает подсыпаться в те места, где расширяется металл, и в итоге выталкиваются кирпичи, уголки тоже вываливаются. Это все шатается, и ненадежно это все. То есть срок службы каминной топки тем самым уменьшается. Вот этот вот способ, когда идут шпильки две, обязательно две шпильки, чтобы кирпич не крутился вокруг своей оси, стягиваются на болтами с двух сторон, и внутри применяется раствор, естественно, с этим клеем, с мастикой, который 1200 градусов держит. Вот эта перемычка после высыхания будет монолитной, она при расширении никуда не развалится никогда и вниз не свалится. То есть это очень надежная конструкция и долговечная. То есть она, можно сказать, вечно будет так держаться. Вот, значит, мы их оставляем сохнуть. Тем временем продолжаем нашу укладку стенок, левую, правую и заднюю. Кирпичи вот слева сейчас видно лежат все как один запиленные на станке, все одинаковые. Это очень удобно. Повторюсь, это тоже сказать, что пилить на объекте там надо было запилить около 60, около 80 кирпичей под один угол, чтобы на всех кирпичах были одинаковые углы. То есть это вручную это нереально сделать вообще. Это потом пришлось бы подшлифовывать все это дело. Это при шлифовании можно было бы какой-нибудь сделать косяк, и заказчик потом сказал бы, что ты мне тут некрасивую топку выложил. При запиливании на станке это избегается этот момент, и то есть вы с себя снимаете тот косяк, что если там криво что-то у вас рука пойдет по кирпичу. Станок, который применяется для запиливания этих кирпичей, это профессиональный станок для обработки мрамора. Диски там стоят около 160 миллиметров. Ой, не 160, перепутал, 460, которые под углом в 45 градусов дают пропил минимум 180 миллиметров, 160 миллиметров. Потому что кирпич у нас 65, да, 65 миллиметров. При наклоне это получается больше 100 миллиметров пропил. Ручная отрезная болгарка с диском, она такой пропил не дает. То есть это когда вы пилите, приходится по-любому пропиливать с двух сторон. Вот поэтому может получиться кривые пропилы, которые придется потом обязательно зашлифовывать. Заднюю стенку тоже выкладываем обязательно по уровню, все это смотрим. Все, везде кладка идет в шахматном порядке. Обязательно в шахматном порядке, потому что это визуально смотрится красиво. Потом при расширении это все перевязывается, и срок службы, естественно, большой от этого происходит. У нас, если вы заметили, на левой правой стенке, где идут кирпичи, упираются в зуб печной, они у нас тоже запилены под тот же угол, но они вот сейчас, видите, с левой стороны там стоят, они все одинаковой длины. Когда мы кладем заднюю стенку, зуб, она надвигается вперед, передвигается постепенно вперед. И мы этот кирпич, который длинный, запиленный под угол зуба этого, мы его просто по месту отмечаем и обрезаем под ту длину, которая нам требуется. Вот. На задней стенке, когда кладка смещается вперед, за ней просто тоже заполняем все шамотным кирпичом этим плашмя, чтобы там не было пустоты. Есть каминные топки,
когда делается за этим зубом пустота, слева, справа делается отверстие, и там проходит воздух горячий. То есть нагревается вот этот печной зуб, каминный зуб. Он передает тепло на заднее отверстие, которое там, пустоту на заднюю, и влево-вправо выдает горячий воздух. Ну, в данной ситуации здесь такое не нужно. Здесь как бы этот камин делается вообще чисто для дизайна. Цели обогревать здесь с него помещения нету. Вот. Поэтому стенки сделаны прямыми, левые и правые, и применен только единственный зуб сзади. Ну вот, кладка подходит почти уже к завершению. Сейчас будет устанавливаться перемычка горизонтальная. И к ней подведется зуб задней части, ну, задней стенки. Угол зуба, он должен подняться примерно на 60 или на 100 миллиметров выше перекрытия, то есть перемычки этой. Расстояние от перемычки до угла зуба, она должна примерно быть там тоже с кирпич где-то, ну, 120 где-то там миллиметров примерно. Вот. Вот видите, подготовили основание, поставили его. Все, мы получили прямой портал с идеальной ровной перемычкой, которая никуда не вывалится, никуда не развалится. Стянутую на штанге с резьбой, с двух сторон она закреплена болтами с шайбами. И все, сзади, видите, подводим. Вот мы получили такую вот готовую. Сверху применяем дымосборник из нержавейки. Тем самым мы экономим высоту подключения к дымоходу. Под дымосборник укладываются асбестовые шнуры и ставится дымосборник, собственно. Вот, подписывайтесь на канал. Мы будем разыгрывать электронные рулетки в будущем для тех, кто хочет заниматься стройкой своей кладкой. Желаю всем удачи. Смотрите наш канал.